Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала на YouTube «Рыболовные снасти и рыболовные мережи». Сегодня мы еще раз с вами поговорим об обручах на рыболовных мережах. Об обручах. Значит, непосредственно для того, чтобы изготавливать обручи, круглые обручи, берется полипропиленовая труба. Полипропиленовая труба. Она сплошная, полипропиленовая труба сплошная, да, непосредственно круглая, да, она мягкая, эта труба. Из такой трубы изготавливаем кольца. На чулках применяется минимальный размер, скажем, можно в диаметре, это 80 сантиметров, изогнуть кольцо из этой непосредственно трубы. 80 сантиметров и более. То есть 80 в среднем метр, метр там 20, метр 30 берется. Это труба. И так как мы уже видели, как что делается, спаивается и просверливается в этой трубе, да, то применяется, скажем, непосредственно простая муфта. Простая вот такая называется муфта. Для спайки этих непосредственно труб. Более меньший диаметр, если взять эту трубу, ее будет трудно спаять. То есть на 50, вот так 60 сантиметров она плохо себя ведет, плохая спайка получается. Немножко ее не выгнуть, не изогнуть. Применять более другие трубы можно, то тогда их необходимо не спаивать, если, к примеру, на 60 делать, более тонкую трубу, применение более тонкой трубы, и тогда эти обручи заклеиваются. Вставляется, скажем, сюда в середину болт, если вы хотите применять уже трубу. Сюда вставляется болт, и он заклеивается, и сжимается труба, и с другой стороны тогда он заклеится, вклеиваются непосредственно эти трубки, более меньшим. Это диаметр на 20, двадцатка труба. Труба двадцатка. Для того, чтобы, если вам необходимо из труб полипропиленовых сделать, допустим, не круг, а, допустим, квадрат или прямоугольник, то применяется уже труба с сердечником. Скажем, та труба это для, скажем, холодного водоснабжения, да, а вот эта труба применяется для горячего водоснабжения. И идет уже сердечник. Эти трубы полипропиленовые, они жестче. И если необходимо применить квадрат, также где-то от 80 до метра, можно применить непосредственно уже, скажем, здесь двадцатку, да. Если идет больше, там, скажем, непосредственно где-то метра полтора, то уже применяют больше диаметр трубы, где-то на 25. На некоторых мережах, в дальнейшем мы с вами рассмотрим, да, вставляется еще, если кто там заходил, и когда видел фотографии, да, к примеру, на ВКонтакте. ВКонтакте там много выложено фотографий по рыболовным сетям и по рыболовным мережам. Небольшой объем фотографий там представлен. И идет впереди рамка. Рамка, допустим, прямоугольная. Рамка прямоугольная вставляется на чулках и на мережах, если где вы выставляете или течение или прибой, чтобы не закрывался вход и он лучше держался вход дель на полотне, да, чтобы не сжимало иной раз прибоем или течением, потоками вихревыми, там проставляется рамка. В дальнейшем мы просмотрим этот вопрос, и там уже применяется рамка с 25 трубы. Для того, чтобы уже сделать квадратный или прямоугольный, то применяется уже непосредственно, то есть уголок, то делается уголок. Также непосредственно просверливаются дырки в трубах, и делается уже, скажем, прямоугольник, который вам необходим, или квадрат. Передняя, как правило, передняя на мереже, заход, скажем, перед коридором
Делается или квадратный, или прямоугольный. Это лучше прилегает ко дну. Лучше прилегает ко дну и лучше идет расположение уже непосредственно подкрылков или крыльев. На мережах и на чулках есть подразновидность. Есть, скажем, любительские мережи, есть мережи более профессиональные и профессионально специализированные. В дальнейшем все видео будут предоставлены. И, скажем, непосредственно уже на, скажем, более, скажем, любительских мережах это идут крылья, а на профессионально специализированных там идут уже подкрылки. И она выставляется уже совершенно по-другому. И ее конфигурация немножко отличается от простых любительских. Отличается. И по изготовлению, и по ячейности. Там есть разные подразделения. Да, также, что для того, чтобы изготавливать там непосредственно вам понадобится там паяльник, мы изучали, ножницы, они также понадобятся вам для производства, изготовления непосредственно этих обручей. То есть вот таким образом до, скажем, метра, до метра можно применять вот такую трубу, уже более жесткую для изготовления квадратов или прямоугольников. На кольцо, то, что я вам показывал, что труба идет более мягкая. Более мягкая, она играет хорошо, круги остаются в том состоянии, хотя можно там складывать их куда-то, измять, к примеру, да. Потом они принимают свою форму, чем вот в этой трубе. Все, спасибо за внимание, следите за новостями, следите за продолжением, как что делается, как что изготовить. Все, хорошего всем настроения, удачного дня, смотрите канал и подписывайтесь.